Всем привет! Я в Будапеште. Тут сегодня будет играть Израиль против Италии. И это домашний матч для сборной Израиля. В Израиле сейчас играть нельзя. И они выбрали своим домашним стадионом стадион в Будапеште. Интересно, что я сюда прилетел с Праги за 50 евро. С матча Украина-Албания, который был домашним матчем для Украины, где сейчас тоже нельзя играть. Вот такой вот неспокойный сейчас мир. Две сборные подряд для меня будут играть домашние матчи на чужих стадионах. А до этого Израиль, кстати, сегодня будет играть против Италии. А до этого я был в Париже на матче Франции против Италии, где итальянцы разгромили французов. Пошли бы завтракать в бистро Какас. Мне, честно говоря, не очень хочется. Но я знаю, кто бы пошел. А вот петушки вот эти все, это чисто тема французских фанатов. Они бы пошли. Так рад, что итальянцы выиграли 1-3 у французов. Начну свой день завтрака в вегетарианском ресторане. Так приятно, когда я становился вегетарианцем 16 лет назад. Такого понятия, как вегетарианский ресторан, практически не было. А сейчас вот их столько, что глаза разбегаются, какое именно выбрать. И они достаточно популярны. Венгерское традиционное блюдо – это гуляш. Вообще, это суп с мясом, но в вегетарианском варианте мясо заменяется бобами, и получается такая вкусная штука. Это местный вариант шамлойской галушки, это местный национальный десерт, но вот что-то в стиле тирамису. Большая прогулка по центру Будапешта, галереи, кафе, дворики. В общем, достаточно атмосферно. Тут сегодня вечером будут футбол показывать. Ну, тут стадион просто. Пивнушки посмотреть. Тут антиквариатом торгуют. В общем, такой живой Будапешт. Вот кто-то мог бы себе на матч сборной Израиля сегодня прикупить атрибутику. Будапешт – город с большой историей. И это, конечно же, отображается в его интересной и разнообразной архитектуре. Мне нравится заходить во всякие соборы. Посмотрим, что нас будет ждать в этом. Тут написано, что сколько стоит. Можно взять, что нравится, и оплатить это картой. Либо просто сделать пожертвование. Венгрия очень гордится своим известным композитором Ференцем Листом, который жил в том числе и в этом городе. И тут много чего названо его именем, в том числе это музыкальная академия. В Будапеште есть еврейский квартал. Я думаю, что Израиль не просто так выбрал именно Будапешт местом проведения своих домашних матчей. Тут большая еврейская история. Ну, я думаю, и настоящая, что тут достаточно немало израильтян живет. Ну что, я чуть отдохнул, и пора двигаться на стадион. Что надо было набраться сил. Я в Праге всю ночь играл в покер. Это уже была вторая ночь подряд. Ну, правда, за эти 2 дня 500 с чем-то евро выиграл. Так что можно дальше походить на футбол. Проезд в общественном транспорте Будапешта стоит где-то 1 евро 10 центов. Правда, например, в трамвае заплатить не смог, только вот тут в автомате в метро нашел билетик. А с аэропорта я доехал где-то за 5 евро с чем-то на автобусе. Метро Будапешта. В вагоне со мной ехали фанаты сборной Италии, а вот уже маленький фанат сборной Израиля. Не самая удобная развязка у стадиона, чтобы до него доехать, я проехал на трамвае, потом на метро, потом на автобусе. Ну и вот я тут. Божек-арена – это домашний стадион клуба Гонвит из Будапешта. Но сегодня на нем будет играть сборная. Стадион построен в 2021 году. Ну, то есть тут до этого был стадион, но в 2021 он принял вот современный облик и вмещает 9500 человек, что, в принципе, ну, не очень-то и много. Но красивый, видите, современный, красивый. Мне нравится такой дизайн. До матча 15 минут, а тут такая очередь. Что-то меня эта ситуация напрягает. Но мне кажется, что из-за того, что играет сборная Израиля, сегодня приняты какие-то дополнительные меры безопасности. Очередь начинается тут, а вход аж там. Что-то мне подсказывает, что на матч я сегодня могу опоздать. Я человек опытный, внимательный. То все очередь на вход Б
а у меня вход А, и тут очереди практически нет. Может, потому что я заплатил за билет чуть дороже, а билет стоил 25 евро, но платил я в шекелях. Кажется, это 100 шекелей. Ну, потому что это домашний матч сборной Израиля. Да, я уточнил, на Гонвет нет таких мер безопасности с рамками, там все проще, это специально для игры сборной Израиля, потому что это все-таки игра повышенного риска, и направляясь сюда, я это понимал. Вы все-таки понимаете, какая неспокойная сейчас обстановка в мире. Самый суровый контроль, что со мной случался, был в аэропорту именно в Израиле. И я вам скажу, что тут, наверное, стараются соответствовать высоким стандартам безопасности, поэтому все происходит очень медленно. Контролем занимаются израильские специалисты. И еще до этапа начала матча я понимал, что будет сложно, потому что меня попросили дополнительно загрузить копию моего паспорта при покупке билета, именно отослать им фотографию, не просто данные, и заполнить, откуда я прилетаю. Ну, в общем, все серьезно. Гимн Италии уже играет на стадионе, а я все еще на контроле. Но хорошо, что я в короткой очереди. Я думаю, что в длинной я зайду к половине матча. Как вы понимаете, из Израиля фанатам сюда не очень удобно лететь. И, ну, вообще, вы знаете, на сборные не так сильно летают. Ну, и из Италии тоже, в принципе, нельзя сказать, что сильно большой этаж, потому что, ну, все понимают, что, скорее всего, это будет легкая прогулка для Италии. И зачем им вообще сюда лететь? Я видел тут ребята там из Модены, такие, у кого маленькие клубы, они прилетают в сборную поболеть. Я сегодня не на гостевой Италии, хотя я с детства за Италию. Но, вы знаете, в этом матче, если вдруг Италия не выиграет, я обычно поддерживаю, бывают, маленькие сборные. И вот как-то Израиль, понятно, что, скорее всего, они проиграют. Но я был, например, на матчах Макаби Хайфа. Как они болеют за свой клуб? Сколько их тогда прилетело? Как игроки борются? Ну, в общем, мне кажется, что если эти парни вдруг хотя бы вытащат ничью или там сделают сенсационную победу, ну, нельзя будет расстраиваться, значит, они заслужили. Что, понеслись? Главное, чтобы Италия не пропустила на 14 секунде. Ну, Францию одолели, вы понимаете, что после Франции Израиль. Стадион, конечно, малюсенький. Вот, например, Фредерико де Марко, игрок Интера и герой игры с Францией. Вот просто тут вот на ладони. Можно ему дать какую-то рекомендацию по действиям на поле. У Италии известные проблемы с нападением, и сегодня вместо Ретеги попробовали выпустить Мозакина. Посмотрим, что сможет сделать этот парень. Может, он покажет себя лучше в сборной. Италия забивает первый гол. Гол был забит грудью. Ну, такое тоже бывает. В первом тайме Израиль неплохо боролся, не только отбивался, но и создавал опасные моменты возле ворот Италии, но к перерыву 0-1 в пользу Италии. Счет встает 0-2. Италия идет радоваться своими болельщиками. Забил, кстати, Кин. Ну, вот первый выход, первый гол. Ну, соперник, правда, позволяющий забивать. 1-2, Израиль забивает. Израиль маленькая, но гордая сборная. Сборная Израиля пришла поблагодарить своих фанатов. Парни молодцы, сегодня бились, гол забили, атаковали. Сборная Израиля играет хорошо. Но все-таки соперник сложный, Италия. Украина играет домашние матчи в других странах, Израиль играет домашние матчи в других странах. После матча Украины вчера был баннер о том, что надо возвращать заложников. У Израиля тоже этот баннер почти всегда и везде. Так много общего между нашими странами, но должен сказать, что и различий много. Это был мой 88-й стадион в 19-й стороне. Творчество фанатов Конведа возле стадиона.
Погода не радует. Ну а что делать, не сахарный, не растаю. Добрался к себе на район. Стандартная практика, что в такое время в Европе работают только турецкие кебабные в основном. Ну, будем тестировать. Круто, тут можно взять не только кебаб, а прям много чего, и рис, и вот если чечевичный суп взял. Ну, думаю, на этом не ограничусь. Пока выглядит, что тут очень дешево. Я взял чечевичный суп, сутлак, это вкусный турецкий десерт, пахлаву и напиток, и это все вышло меньше 9 евро. Такой был день. Уже по сути сегодня я пойду на матч Венгрия-Босния-Герцеговина на Пушкаш-арене. Это будет последний матч этого выезда. Если досмотрели до сюда, ставим лайк, подписываемся. Спасибо за просмотр. Если есть что сказать, комментируйте.